Долгожданный момент наконец настал. Ким Тэ-хён вместе с RM и Хоппи официально посетили 20-ю компанию W Korea по повышению осведомленности о раке груди под названием Love You W. Аплодисменты публики разнеслись по всему залу, когда трое участников BTS ступили на культовую розовую дорожку. Ликующая атмосфера превратилась в море вспышек, когда фотографы спешили запечатлеть каждый их шаг, каждую улыбку и каждый взгляд, которые пленили миллионы поклонников по всему миру. Но среди всего великолепия вечера была одна фигура, которая действительно украла шоу – Ким Тэ-хён. В тот момент, когда он появился, все взгляды, казалось, остановились. Он выглядел как настоящий принц прямо из современной сказки, обаятельный, нежный и непревзойденный в своей элегантности. Его наряд представлял собой идеальное сочетание роскоши и простоты, идеально сшитый костюм, крой, который идеально обрамлял его силуэт, и приглушенный цвет, который еще больше подчеркивал его естественное очарование. Его воротник был аккуратно сложен, а на шее висело ожерелье, мягко мерцающее в свете прожекторов. Это был не просто аксессуар, а знаковый элемент, символ харизмы и утонченного вкуса, присущих только Тэ-хёну. Каждое его движение было элегантным и уверенным, словно он точно знал, что все взгляды в зале прикованы к нему. Как только его фотографии разлетелись по соцсетям, мир словно замер на мгновение. Хэштеги, связанные с его именем, мгновенно стали топовыми в разных странах. Поклонники со всего мира восхваляли его внешность, называя истинным воплощением элегантности и мужчиной, которому всегда удается покорить любую красную дорожку. Короткое видео, на котором он медленно идет по розовой дорожке, стало вирусным в интернете. За считанные минуты клип набрал миллионы просмотров, и каждый комментарий был полон восхищения пленительным природным обаянием Тэ-хёна. Но этот вечер был посвящен не только внешней красоте. Присутствие Тэ-хёна, RM и Джей-хоупа также несло важное послание – любовь, осознанность и поддержку расширения прав и возможностей женщин. Своим участием в этом мероприятии BTS продемонстрировали, что социальные и гуманитарные проблемы всегда были частью их идентичности. RM излучал спокойную и интеллектуальную харизму, в то время как Джей-хоуп привнес яркую энергию, распространяющую позитив. Вместе с Тэ-хёном эти трое образовали гармонию, олицетворяющую элегантный, но теплый образ BTS, баланс уравновешенности, силы и любви. И хотя все они были невероятно очаровательны, центром внимания вечера явно был Тэ-хён. Его аура королевской власти, казалось, пронизывала комнату. Каждая маленькая улыбка, каждый мимолетный взгляд в камеру, казалось, имели силу останавливать время. Он не просто присутствовал на мероприятии, он владел им. Тэ-хён привнес редкое сочетание грации и силы, уравновешенности и почти мистического очарования. За один вечер он в очередной раз доказал, что является не просто мировым айдолом, а настоящей иконой красоты, класса и безграничного обаяния. Когда аплодисменты постепенно стихли, а свет камер начал тускнеть, одно оставалось ясным. В тот вечер, под мягким сиянием Сеула, Ким Тэ-хён был не просто звездой на красной дорожке, он был самим светом. И так оно и было. Вечер закончился не просто шквалом аплодисментов, а угасанием красоты, которая надолго останется в сердцах всех, кто его видел. Ким Тэ-хён сошел с розовой дорожки Love You W, но его обаяние, аура, излучающая спокойствие и роскошь в одном дыхании, все еще витает в воздухе, как роскошный парфюм, который отказывается покидать комнату. Каждый его шаг был не просто путешествием на сцену, а символом. Символом того, как кто-то может быть воплощением элегантности, тепла и человечности одновременно. В каждом взгляде его глаз была искренность. В каждой нежной улыбке звучало послание любви без слов. Тэ-хён пришел не просто выступить. Он пришел, чтобы донести послание. Любовь к себе, любовь к другим и забота о мире – вещи, которые никогда не теряют своей актуальности. В мире, часто наполненном шумом, он решил говорить через содержательную тишину,
своим отношением, взглядом и тем, как он относился к окружающим. Когда камеры перестали мигать, когда свет начал гаснуть, многие поняли. Присутствие Тэхёна не только сделало этот вечер прекрасным, но и наполнило его смыслом. Среди моря знаменитостей, гостей и мировых икон моды он держался с удивительной осанкой, никогда не пытаясь украсть всеобщее внимание, но при этом естественным образом становясь его центром. Это была настоящая сила, которую невозможно подделать. Элегантность, которая исходила не от дорогой одежды или идеального освещения, а от искреннего сердца и умиротворенной души. СМИ со всего мира писали о его внешности не просто как о знаменитости, а как о символе вневременной красоты. Каждая опубликованная фотография показывала фигуру, которая казалась живым портретом современной элегантности, сочетанием классического джентльменского очарования и современной искренности. И, как всегда, интернет был в восторге. «Он не просто принц, он визуальное чудо», — гласил один комментарий. «Каждый раз, когда появляется Тэхён, мир становится чуточку прекраснее», — писал другой. Но за всем этим обожанием скрывалась та сторона Тэхёна, которую мало кто понимал. Его глубокая безмятежность, его тихий способ любить мир и его искренность в поддержке значимых дел, таких как компания Love UAW в тот вечер. Когда мероприятие закончилось, Тэхён медленно пошел к своей машине. Ночной сеульский бриз мягко приветствовал его, и среди последних приветствий фанатов, выкрикивающих его имя, он обернулся, помахал и улыбнулся. Эта улыбка, простая, но драгоценная, была как благодарность на языке, понятном только сердцу. Когда RM с его авторитетом и Хопи с его теплой энергией следовали позади, они втроем стали прекрасным зрелищем, трое мужчин, которые не только несли великое имя BTS, но и несли послание. Настоящая популярность – это придание смысла. И среди всего этого внимания Тэхён выделялся как личность, известная не только своей потрясающей внешностью, но и своей нежной душой. В ту ночь он написал новую главу в своей карьере и жизни, главу, которая показала, что истинная роскошь измеряется не количеством света, который мы получаем, а тем, сколько света мы разделяем. Когда машина, в которой он ехал, медленно тронулась с места, ночное сеульское небо, казалось, отражало огни высотных зданий. Среди теней и света словно слышались шаги человека, который продолжает оставлять свое очарование, куда бы он ни шел. Тэхён не просто присутствовал на мероприятии, он был частью истории. Истории любви, осознанности и красоты, превосходящей физическое. Он воплощает то, что называется грацией в движении, элегантность, которая движется, дышит и живет перед нами. И для поклонников, которые наблюдали за ним в тот вечер, как на съемочной площадке, так и на экране, одно и то же чувство отозвалось в их сердцах. Быть поклонником Тэхёна – это не просто восхищаться его внешностью, но и понимать его послание, быть добрым, быть нежным, быть любящим.